Всем привет! С вами проект Power Device, и здесь мы продолжаем прокачивать наши Android-телефоны. Сегодня речь пойдет о телефонах Xiaomi, Redmi и Poco. На данные телефоны вышло одно интересное обновление, которое касается ленты виджетов. Сейчас покажу, в чем оно заключается, а также покажу еще одну новую фишку с виджетами, которая также касается этого обновления. Если быть точнее, то фишка будет связана вот с этими виджетами. Я покажу, как легко их добавлять, вместе с нашим новым обновлением. Самое главное, чтобы все хорошо настроить и все понять, смотрите ролик до самого конца. Итак, стоит напомнить о том, что Xiaomi выпускают несколько видов прошивок, которые связаны с лентами виджетов. Например, на моем Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, если я сделаю щипок на главном экране, зайду в настройки, еще, то вот здесь в этой строке -1 экран я могу включать ленту виджетов, рекомендации от Google, либо вообще это выключать. Сейчас я поставил лента виджетов, вот таким свайпом она вызывается. В другой категории прошивок Xiaomi, если зайти в те же настройки, а это, к слову, мой Redmi Note 10 Pro, здесь нет такого пункта -1 экран, есть только рекомендации от Google. Я могу их включать или выключать. Ленту виджетов на данном смартфоне этим же свайпом вызвать нельзя. К чему я вам это говорю? К тому, что все эти фишки и обновления, которые я покажу в ролике, подойдут как на ту, так и на эту прошивку. Также и на ваши категории телефонов. Итак, друзья, вот здесь у меня стоит лента виджетов, я ее вам уже показывал. Также ее можно вызывать вот через это приложение. Теперь на эти оба телефона я устанавливаю вот такое обновление – ленты виджетов. Это глобальное обновление. Данное обновление вы, как всегда, сможете скачать в моем телеграм-канале Power Device. Ссылка будет в описании под этим роликом. Переходя по ссылке, не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой телеграм. Здесь я выкладываю много интересного и полезного. Так вот, после установки этих обновлений сама лента виджетов не меняется, но появляется вот такая дополнительная функция. Теперь все эти виджеты мы можем наслаивать друг на друга. Вот таким способом. Теперь здесь мы можем создавать вот такие папки. Их также можно создавать из различных виджетов, из больших или из маленьких. Это можно сделать, например, даже с животными. Если удержать на такой папке, появляется 3 вот таких пункта: изменить, удалить и изменить группу. Первый пункт именно на этих виджетах у меня не будет работать, так как они из китайских прошивок. А вот, например, если зайти в наши родные виджеты и нажать «Изменить», то нас просто перекидывает в настройки того приложения, например, часов или погоды. Изменить группу также считаю, что это вообще бесполезная настройка. Здесь вы можете просто вот таким образом перетаскивать виджеты вверх либо вниз. Это по сути ничего нам не дает, так как вы их прямо отсюда можете также перелистывать. Также стоит отметить, что вот такие виджеты, которые вы собрали в кучу, в одну папку, к сожалению, их невозможно переносить на рабочий стол. Как это можно, например, сделать с одинарным виджетом, вот с таким. Думаю, что в скором времени Xiaomi реализует такую же функцию, только на рабочем столе. Это лишь вопрос времени. И если вы хотите разобрать собранные виджеты, то просто удержите на них и нажмите «Удалить». При этом виджеты не удаляются, они просто разлетаются в исходный вид. Вот так. Что касается другой категории прошивок Xiaomi, где вот таким свайпом можно вызывать только Google Discover. На такие телефоны данное обновление также устанавливается без проблем, но только лента виджетов у них открывается через отдельное приложение. Вот так. После установки обновления в этой ленте их также можно группировать. Также обязательно не забывайте после установки этих обновлений на всех категориях телефонов зайти вот в это приложение, 3 точки, управление службами. Здесь выключайте рекомендации приложений и также предложения. Далее 3 точки о ленте виджетов. И также здесь выключайте персонализированные услуги, чтобы вас не беспокоила лишняя реклама.
И прежде чем двигаться по видео дальше, я должен сказать, что вот в такой категории прошивок раньше вообще невозможно было добавлять такие виджеты на рабочий стол. Но потом вышло одно важное обновление на такие телефоны. И после того, как я делаю щипок, захожу в виджеты, у меня здесь открываются вот такие виджеты. Здесь я также могу зайти в виджеты Android и добавлять вот такие виджеты, если мне это нужно. Если вдруг на вашем телефоне Xiaomi, Redmi или Poco такая же прошивка, где есть только Google Discover, и у вас до сих пор нету вот такой ленты виджетов, как это сделать, оставлю ссылку в описании под этим роликом. Итак, двигаемся дальше, и сейчас покажу, как установить несколько новых виджетов. Очень просто. После того, как вы на свои телефоны Xiaomi установили данное обновление, я делаю щипок на рабочем столе, иду в настройки, еще, и здесь проверяю, чтобы у меня была включена лента виджетов. То есть, когда я делаю щипок на рабочем столе, захожу в виджеты, должна открываться вот такая лента. Она открывается как на этом телефоне, так и на том. Если в этой ленте спуститься немного ниже, найти виджеты часов, здесь будет всего 3 виджета, вот они. Шагаем назад, поднимаемся в самый верх, и у нас здесь есть дополнительные виджеты. Кстати, про них я рассказывал в предыдущих своих роликах. Они также появились с одним из обновлений. Что я делаю теперь? Сворачиваю ленту виджетов, иду в настройки, расширенные настройки, регион. Пока что меняю просто на любой регион, например, Австралия. Снова захожу в ленту виджетов, а данные виджеты у нас пропали, их уже нет. Ставлю регион Россия, иду в ленту, и данные виджеты у нас появляются. Так вот, если у вас стоит не регион Россия, и вы хотите данные виджеты, то измените ваш регион. Так вот, с этим последним обновлением, если зайти в смену региона, поставить регион Индонезия, возвращаемся в ленту, и у нас появляются вот такие новые виджеты. Но смотрите, здесь нужно спуститься вниз, зайти в часы, в часах появляются вот такие виджеты. Просто нажмите «Добавить на рабочий стол». Эту фишку я обнаружил как на этом телефоне, так и на том. И сверху ленты виджетов вы могли видеть еще вот такие 2 виджета, например, гороскопы. Также здесь есть вот такой калькулятор. Калькулятор вычисления дат. Честно говоря, не думаю, что он кому-то нужен, поэтому разбираться в нем нет смысла. Знаю только, что он может высчитывать количество рабочих дней и выходных между различными датами, праздниками и так далее. Также внимание, когда вы добавили вот эти виджеты, вы снова можете зайти в настройки, меняем регион на Россию, идем в виджеты. Нажимаем «Добавить виджет». Если у вас пишет «Нельзя больше добавить виджеты», то на рабочем столе удалите какой-то ненужный виджет, а потом снова попробуйте добавить. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, на этот канал, ставьте лайки этому видео. Если вам что-то непонятно, задавайте свои вопросы в комментариях, постараюсь помочь. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Всем пока!